Мне было очень обидно. Я через час ложусь под нож хирурга. Вы здесь ничего не знаете. Вы здесь сидите просто так. Мне не прописали ни какие-то таблетки пить. Ну, друзья, швы еще не сняли. Я, конечно, саму рану я еще сам как бы... Вот у меня... Меня все часто спрашивают, что со мной произошло, что случилось. Желаю себе крепкого здоровья, быстрейшего выздоровления. Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет такой влог. Сегодня я с вами наконец-то поделюсь, что же все-таки со мной произошло. Я расскажу и сказать, что всем приятного просмотра. Я даже и не знаю, язык не поворачивается, потому что такое видео. В общем, если вам интересно, что со мной произошло, то досмотрите это видео до конца. Я постараюсь все подробно рассказать, как я жил этот год. Ведь это все началось еще в начале этого года. Друзья, но прежде чем я начну это видео, я хочу обратиться ко всем женщинам. То, что наша компания Avon не зря говорит, не зря делает очень много информации о том, что проверяйте грудь, ходите к мамологу, делайте регулярные обследования у мамолога. Вот честное слово. В принципе, наверное, как и любое заболевание, требует раннего вмешательства. Итак, что все-таки со мной, друзья, произошло? Мне немножечко сложно говорить, потому что после операции это физическая нагрузка, дыхание. В общем, все по порядку. Друзья, на самом деле все началось еще в марте этого года. В конце марта я почувствовал легкую боль в соске. Господи, на правой стороне. Я одевал майку, и мне стало больно. Прям, знаете, так, больно. Но я не придал особого значения. Я посмотрел, сосок да сосок. Грудь так грудь. Вот. Ну и пошел заниматься своими делами. А майка, вы понимаете, она доставляла дискомфорт в течение всего дня. Когда ходил, я чувствовал, как вам объяснить, некомфортное было состояние. У меня друг знакомый врач, я, естественно, позвонил ему, сказал, говорю, вот, друг, такое дело, он говорит, надо, говорит, идти провериться обязательно мамологу, сделать УЗИ. Все мы не любим, наверное, ходить в поликлинике, поэтому я первым делом... выпало еще, знаете, это была пятница, выпало на выходные дни. И сами же понимаете, что в поликлинику, как к врачу сразу же не попадешь. Вот, поэтому я решил пойти в понедельник. Я в пятницу позвонил, записался на прием уже на понедельник к частному мамологу. Пришел прежде чем я попал на осмотр, я начал, конечно же, смотреть в интернете, что может это такое быть. Друзья, и, как правило, конечно, много раз в голове пробегало слово рак груди. Конечно, этим заболеванием, к сожалению, очень много страдают женщин. Мужчины практически не страдают, там очень маленький процент этого заболевания. Но сам факт, вы понимаете, сам факт, конечно, пугает, наверное, любого человека. Поэтому хочу вам сразу сказать, ни в коем случае не ставьте себе диагнозы. Ни в коем случае не доверяйте интернету. Да, я сам могу сейчас смотреть в интернет, но это чтобы понять приблизительно форму, что это такое. Чтобы хотя бы приблизительно понять. Но ни в коем случае не ставьте себе диагнозы. Это катастрофа, друзья. В общем, я пришел к мамологу. Он сделал УЗИ, сказал, что то ли воспаление, то ли что... задал простые вопросы, такие наводящие, что могло вызвать
вот это вот у меня в груди. Вот. Чаще всего с этим обращаются спортсмены, те, кто употребляют гормоны, или же мужчины, которые сидят на каких-то гормональных препаратах. У меня, к счастью, никаких гормональных препаратов нет, и к несчастью, я спортом не занимаюсь, и тем более не употребляю никаких гормональных для увеличения мышцевой массы. Друзья, ну видео будет нелегкое, я поэтому сразу сказал, если интересно, то смотрите, слушайте, потому что эта история, видите, тянулась почти полгода. Вот, ну и что? Питание. Ну, может быть, питание. В общем, врач мне сказал, что дыхания не хватает, друзья, прошу прощения. Врач сказал, говорит, вот я тебе выписываю витаминки, вот я тебе выписываю мазь. Вот она, кстати, мазь. Я сейчас другие места мажу. Левомиколь. И что меня удивило, он мне сказал купить капустный лист и прикладывать на грудь. Потом я у знакомых девчонок поспрашивала, говорит, Леш, так и есть. Нам тоже мамологи рекомендуют. Я не знаю, это правда, что ли? Капустный лист, что за традиционная народная медицина? Я все, конечно, понимаю, 21 век мы живем. Медицина шагнула далеко вперед. В общем, он меня отпустил, сказал, в течение 3 месяцев проверяйся, сам обследуй, и если что, да не если что, а в августе приходи ко мне на прием через 3 месяца. Через 3 месяца ко мне на прием. Если это, говорит, воспаление или опухоль, как правильно сказать, я не могу. Если это не пройдет, то тогда оперировать. Я, о боже мой, что? Что вы сказали? Какая операция? Он говорит, да не переживай, говорит, все нормально. Это под местным наркозом делается, обкалывается грудь, обезболивается и вырезается то, что там лишнее появилось. Я ушел домой, наверное, недели 2. Я пил его витаминки, которые он мне прописал. Я проживал, знаете, вот это вот все. И очень тяжело, честно скажу, в голову лезли и плохие мысли. Как могут лезть какие-то хорошие мысли, когда ты уже болеешь, да? Когда у тебя есть заболевания, которые на секунду, таблетками не лечатся, это надо вырезать. Я опять проконсультировался со своим знакомым врачом. Он сказал, говорит, какой 3 месяца, Леш? Какой 3 месяца? Не сиди ради бога дома, не жди эти 3 месяца. Не дай бог, если это все плохо, ты запустишь и будет еще хуже. Если это все хорошо, то хорошо, что ты еще и вовремя обратился. Я подумал, что это действительно здравый смысл. Я не буду ждать 3 месяца. И вот спустя после приема, где-то 2 недели, наверное, может быть 3 недели прошло, я пошел в свою поликлинику. Причем мне врач сказал, чтобы обойти все очереди, это очень все серьезно, с тем, что у тебя, это может быть очень все серьезно. Поэтому, говорит, идешь в регистратуру, говоришь, как все есть, они тебя должны направить в смотровой кабинет, после чего у тебя загорится зеленый свет по всем кабинетам. Ой, господи, друзья, чуть-чуть подтянул мышцу. Вот, в общем, я сходил в регистратуру уже в свой кабинет, в смысле, в семейную амбулаторию. Там меня отправили в смотровой кабинет, дали направление к терапевту. Причем дали направление к терапевту с пометкой, что, как сказать, друзья, без очереди, да, без очереди, чтобы меня сразу осмотрел мамолог. Меня осмотрел мамолог, я сдал УЗИ в поликлинике. Ну, в общем, здесь я сокращу, скажу, что я уже попал ко 2-му мамологу. Он сказал однозначно это. Сейчас я озвучиваю диагноз гинекомастия. Я с трудом начал
Я начал с трудом выговаривать это заболевание. В общем, мамолог мне поставил диагноз гинекомастия молочных желез обоих грудей. Ой, друзья, ну что я хочу сказать? Ну, он сразу сказал, говорит, это не лечится, это только оперируется. Поэтому, говорит, я даю направление в онкологический центр у нас в городе, и идешь туда. Ну, в общем, я опять по кабинетам, получил направление, в общем, пошел в онкологический уже центр. Там просто он посмотрел, уже ни анализы, ничего я не сдавал, дополнительно ничего УЗИ не делали. Он, я только майку снял, показал ему, говорит, гинекомастия, оперировать. Мы с ним поговорили, я у него спрашивал, пытался спросить, что врач, из-за чего это произошло, объясните мне. Ну, любой человек, должна быть причина у любого заболевания. Мне никто до сих пор не сказал причину. Почему никто не выявляет причину? Короче. В спортзал ходишь? Нет. Гормоны пьешь? Нет. Ну, жизнь, питание, наверное, что-то типа такого. И вот он мне сказал, говорит, что ближайшая операция на 25 октября. Я говорю, как так? Он говорит, да, вот такая вот очередь. Оперируем только по понедельникам, что-то типа такого. И я так понял, что вот этот врач, который меня принимал, он сам и оперирует. Потому что я у него спросила, как операция проходит, сколько времени. Он говорит, я не могу сказать. Я вот разрежу, когда я разрежу, увижу там все внутри, я тогда от сложности, как, насколько там это все. Ой, друзья. Чуть-чуть голова закружилась. 11 минут уже говорим. А я привык говорить быстро-быстро, да? Надо помедленнее. В общем, он сказал, что не бойся, не переживай. Операция несложная. Ну, как несложная? Все, опять же сказал, отрежу, посмотрю. Вот. Но она не больно. Местный наркоз, тебя обколят грудь. Ничего не почувствуешь. Ну как, дядька, тебе легко говорить. Ничего не почувствуешь, а я боюсь. Ну как дядька, он, наверное, как я, может быть, чуть постарше меня. Я говорю, я могу подумать? У меня есть возможность подумать? Да, конечно. Я говорю, а если не делать эту операцию? Он говорит, ну если не делать, то в принципе с этим живут. С этим живут, ты будешь жить своей обычной жизнью. Только надо будет ходить на 2 раза в год к мамологу и обследоваться, проверять. И то, что ты будешь испытывать все, что будет испытывать женская грудь. Ну, то есть у тебя она как женская грудь стала. Она может расти до разных размеров. Сейчас она вот такая вот, набухшая, да. А может вырастить до беспредела, короче. Ну, в общем, решать тебе. Ну, естественно, это может все превратиться в злокачественную опухоль, ну и вплоть до рака. Ну, я ушел домой, с родными поговорил, с друзьями поговорил. Как бы я боюсь врачей с детства. Для меня это самое страшное, хоть терапевт, хоть хирург вообще. Хочу сказать, что я никогда не переносил никакие операции за свою жизнь. Ничего не надрезали, ничего не вырезали. Вот. Была у меня травма ноги. Я гвоздем проколол в детстве ногу насквозь. Но это отдельный разговор, друзья. Иначе видео сейчас не закончится, а я чувствую, что мне надо заканчивать бы видео. Хочется чуть прилечь, отдохнуть. Но я и не мог не сделать это видео, потому что вы стали настолько для меня родными, какими-то близкими, что я посчитал, что поделюсь с вами своей историей. И самое главное, это видео, знаете, оно такое мотивационное. Потому что я хочу, чтобы меня сейчас услышали как и женщины, так и мужчины, то, что проверяйтесь. Мое заболевание, как мне сказали врачи, да и я в интернете потом посмотрел,
50% мужского населения болеет этим заболеванием. Только есть стадия есть истинная, как у меня, а есть ложная. Поэтому тут надо выявить, какая стадия. Поэтому, девчонки, если у вас есть отцы, мужья, братья, присмотритесь к мужской груди. Она не должна быть похожа на женскую. Если она уже похожа, отправьте мужчину на обследование к маммологу. Я настаиваю, чтобы вы это сделали. Не откладывайте в долгий ящик. Потому что любое заболевание лучше на начальном этапе. На чем мы остановились? Он мне сказал, врач, в общем, не переживай. Родственники сказали, оперируй. Ну что, оперируй. Я на следующий день опять поехал к врачу, записался на операцию. Он мне дал вот такую вот бумажку. Написал, что госпитализация 25 октября, дневной стационар, при себе халат, тапочки, полотенце и вот эти анализы, которые тут практически 10 дней действуют. Ну и все, друзья. А дальше я стал жить своей жизнью и считать дни до этой операции. Вот, на прошлой неделе я пошел в больницу, сдал все анализы собрал. Вкратце скажу, что по анализам хоть в космос улетай. Все вроде бы как хорошо, вроде бы как все нормально. Вот, операцию мне допустили, кардиолог мне дала допуск, что к операции допускают. И вот, друзья, в понедельник я пришел в дневной стационар. Вы знаете, мне уже немножко тяжело говорить, немножко устал. Хотя хотелось рассказать очень многое, потому что, вы знаете, не сама операция меня возмутило то отношение врачей, медсестер, медперсонала к людям. Как будто мы другая каста какая-то. Как будто, вы знаете, вот я пришел, она взрослая апай, да, женщина. И она так со мной разговаривает, а ведь это мог быть ее сын. Вот, знаете, я сентиментальный человек. Мне было очень обидно. Я через час ложусь под нож хирурга. И вот ко мне вот какой-то, знаете, я же так и не попал сразу на операцию. Меня погнали по всем кабинетам, я с этими тапочками, с полотенцами, как дурачок, бегал по всем кабинетам. Видели, там врач не дал направление на операцию там, или еще что-то. Короче, ладно, друзья. Я попал на операцию. Хочу сказать, что операция прошла действительно больше всего я боялся. На самом деле операция прошла. Ну, я не могу сказать, что она прошла успешно. Об этом будет говорить заживление, да, как заживет рана, когда снимут швы, чтобы не было никаких воспалений, чтобы все было хорошо, да. Операция прошла более-менее хорошо. Спасибо большое врачу. Мне очень понравился сам процесс. Как я говорю, ужасно. Как он может быть нравится? Нет. То отношение, которое было в хирургическом кабинете, оно было сносное, оно было лучшее. Вот. После операции мне сказал хирург сразу пройти в кабинет, в регистратуру и записаться на вот эти вот обследования, да, перевязку, там, промывание, там, я не знаю что. Друзья, это был день, 25 октября, который у меня войдет в историю. Ладно бы операция, но вот это отношение, после операции я же опять начал бегать по кабинетам. Ну как бегать? Ходить. Ходить еле-еле. Я им объясняю, что, милые мои хорошие, вы здесь ничего не знаете. Вы здесь сидите просто так. Получаете зарплату, причем на секунду мои, я плачу налоги. Я не горжусь этим. Ну просто зачем издеваться, тупо издеваться над человеком? Врач мне сказал записаться в регистратуре, да? В регистратуре сказали,
Мы не перевязываем. Я говорю, в смысле вы не перевязываете? В смысле мне надо купить билет в Москву и ехать в Москву на перевязку? Так, на секунду, я говорю, операцию делали вы. Вы делали операцию, ваш дневной стационар, ваш врач мне сказал прийти в регистратуру и получить, записаться в 11-й кабинет на перевязку. Ой, прошу прощения, зазвонил телефон. В общем, она мне в регистратуре сказала, мы не занимаемся перевязкой. Я говорю, блядь, меня сейчас разорвет. Я говорю, я не знаю. Короче, я в регистратуре минут 5 доказывал, что я не дурак. Она меня отправила в другой кабинет. В другом кабинете я начал проходить ту же самую процедуру. Объяснять, что я после операции, я стою еле-еле на ногах, мне хочется лечь. Еще вот этот пакет с вещами, мне тяжело держать, мне тяжело говорить. Что мне делать? Говорю, вы мне объясните. Мне что, ехать куда-то там? Ой, подождите, кто делал операцию, какой кабинет, короче. Она сбегала, сказала, пройдите в этот 11-й кабинет, там вам все объяснят. Я прошел в 11-й кабинет, вышла медсестра, ну, она уже была подготовлена, то есть ей уже позвонили, наверное, ей сказали. Она сказала, завтра подходите к 11 часам. Ничего не надо. Ну, в смысле, ничего не берите. И по сегодняшний день, друзья, я чувствую, как будто, знаете, после операции меня как щенка бездомного выкинули на улицу. И я не знаю, что делать. Мне не прописали ни какие-то таблетки пить после операции, может быть, что чем-то мазаться. Ничего. Я абсолютно вот незнающий человек. У меня там кое-кто близкие возмущаются. Я говорю, а я что сделаю? Они никто ничего не знает. Я говорю, давайте жить сегодняшним днем. Вот я вчера был последний раз на осмотре. Я спросил, что делать дальше. Сказали в понедельник. В понедельник опять прийти в этот кабинет. Окей, иду в понедельник в этот кабинет. Вот, поэтому, друзья, швы еще не сняли. Я, конечно, саму рану я еще сам как бы... Вот у меня все перебинтовано. Сегодня буду впервые снимать, чтобы шрам, ну как сказать, чтобы сам шрам уже был не перебинтован. Мне сказали дома теперь, когда находишься, снимай повязку, чтобы рана, ну, сами понимаете, чтобы уже дышала, да. Но я, честно, друзья, я вчера, когда был на перевязке, я старался не смотреть, что у меня там за рана, потому что я представляю, что там. Но вчера я нечаянно увидел, и я говорю, я сентиментальный, я такой впечатлительный человек. Конечно, меня это напугало. Я теперь сейчас сижу после видео, наверное, сегодня буду снимать. Я не знаю, как я буду жить дальше и смотреть, когда эта рана заживет. Но зажить она должна как минимум через месяц, то есть в течение этого месяца. То есть до 25 ноября, грубо говоря, мне нельзя физических нагрузок, нельзя абсолютно физических нагрузок. В ближайшие недели-две мне нельзя эту руку поднимать вот таким образом высоко. Я вот так вот могу телефон еще поднять. Мне очень сложно одеваться, потому что я боюсь, максимально боюсь сделать какое-то резкое движение, чтобы, не дай бог, швы разошлись или еще что-то, потому что я очень трепетно к этому отношусь. Поэтому вот сегодня 29 число, я стараюсь после операции очень-очень все делать аккуратно. Говорить мне тоже вот сейчас пока тяжело. Ходить мне тоже тяжело, потому что мышцы отдают в грудную вот эту клетку, да. Вот здесь же, ну, тут же мышцы, но я хожу очень медленно, очень тихо. Хорошо, что у меня есть дома лифт, поэтому я поднимаюсь на лифте, а там, где лифта нету, это жесть, друзья. Подниматься очень тяжело. Ну что, мои друзья, мои хорошие.
Вот такая вот история. Хочу еще раз вас всех поблагодарить. Спасибо большое, что неравнодушны. Я сильно старался не афишировать, что я жду операцию, да, то, что я прошел операцию. Ну, все не скроешь. И в любом случае это придется, да, рано или поздно сказать, потому что сейчас еще ближайшую неделю, может быть, будут перебои с какими-то видео, но я настроен, что я получил сегодня заказ свой, поэтому я сделаю еще видеообзор небольшой. До операции я успел сделать обзор, что заказать в ноябрьском каталоге, поэтому 1 ноября смотрим все смотрим обзор этого каталога. Вот, будет вебинар, поэтому я посмотрю вебинар и с вами поделюсь новостями, что у нас будет в ближайшее время. Поэтому, мои хорошие, спасибо вам большое за вашу поддержку. Я это очень, очень сильно ценю. Мне это безумно приятно. И знаете, это такая мотивация, когда вот вы поддерживаете. Это так приятно. Вот если вы бы еще могли бы все приехать и по апельсинке мне подарить, я бы расплакался, наверное. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что поддерживаете меня. Пожалуйста, не разбегайтесь, все хорошо, я иду на восстановление. Видите, я уже снял первое видео, поэтому впереди будут обзоры. Заказ 1 ноября я по этому каталогу отправляю. Заказ я этот получу. Физически я его не смогу нести, но у меня есть друзья, которые меня, надеюсь, не бросят. Есть, в конце концов, такси. Я получу, привезу домой. И как-нибудь я этот обзор все равно сделаю, мои хорошие. Закончить это видео я еще раз хочу тем, что как бы мы не любим врачей, а мы не любим их потому, что, вы знаете, я вот это сильно испытал, пройдя вот эту вот всю процедуру, начиная от анализов и заканчивая вот уже сейчас послеоперационным периодом. Я хочу сказать, что не все так плохо у нас в медицине, потому что мне вот безумно приятно то, что я, начиная от анализов, осмотров, все абсолютно бесплатно. Сама операция была абсолютно бесплатна. Все благодаря тому, что у нас сейчас в Казахстане мы платим страховку, да, медицинскую. Я плачу как индивидуальный предприниматель почти 3000 тенге каждый месяц. Поэтому меня распирает гордость, что это работает. И я счастлив, то, что мои деньги мне помогли. Я очень счастлив, что медицинская страховка мне помогла. Я уж молчу про частного мамолога, естественно, я платил со своего кармана. Вот. И 2 раза я к нему ходил. Я же в августе к нему пошел опять. Ну ладно, друзья, что я хочу сказать. Я надеюсь, что наша медицина все-таки, персонал, который там работает, все-таки начнут относиться к людям, к больным людям, да, которые по разным причинам они болеют. Но так получилось в жизни. Не мы же виноваты. Вас никто не просил идти на медика. Если вам не нравится смотреть на больных людей, идите к чертовой матери. Идите нахер. Увольняйтесь, идите работать в другую работу. Пожалуйста, уйдите с этой работы и не нервируйте ни больных, ни себя. Я это говорю чисто от всего сердца. Вы знаете, я не часто хожу в больницу, я вообще в нее не хожу. А теперь я буду ходить и наведу там порядок, в этих больницах. Достали. Поэтому не все так плохо, друзья, не все так плохо. Но я хотел бы, чтобы в нашем мире люди шли на работу по своему желанию. Вот этот врач, вот этот хирург, который меня оперировал, вы знаете, я, наверное, по его рукам чувствовал вот саму операцию, что он делает
с каким-то, как правильно, с профессионализмом, с желанием каким-то. И я очень сильно верю в то, что он сделал ее качественно. Почему-то я в это верю. Что не будет никаких осложнений, что он все сделал качественно, все стерильно и все хорошо. У него добрые, хорошие глаза, дай бог ему здоровья, его близким и всем-всем-всем его окружению. Он классный, я надеюсь, что он специалист. У меня не было возможности с ним познакомиться, не знаю его имя, фамилии, ну, тем более он не будет это видео смотреть. В общем, друзья мои, берегите себя, берегите своих родных и близких, обследуйтесь заранее. Дорогие женщины, еще раз говорю, это не сложно, это совсем не сложно. Сходите к мамологу, сделайте проверку. Лучше сделайте ее сейчас, чем когда-либо. Ну и мужчины вообще с этой проблемой не обращаются. Ну, растолстел, разжирел, но обвисла грудь. И что здесь такого? Вот. Поэтому толкайте своих мужчин, пусть идут на обследование. Друзья, на этом у меня все. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если у вас какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. Пишите ваши какие-то отзывы, поддержку. Она еще нужна мне, я еще до конца не оправился. Вот, обязательно отвечу на ваши вопросы. Ура! Я первое видео снял. Все нормально, это уже все хорошо. Друзья, все. Всем пока-пока. До встречи в следующем видео. Ну с вами был ваш покорный любимый слуга Алексей Алешенька. До новых встреч. Ой, все, пока-пока. Теперь точно пока. Вот что значит соскучился.